Особо важная персона. Эти люди живут рядом с нами, олицетворяют эпоху и творят историю современной России. В эфире Первого социального радио авторская программа Виктора Тартанова. Доброго времени суток, добрый день, дорогие друзья. В моей программе особо важная персона Анастасия Валерьевна Павлова. Анастасия Валерьевна, расскажите, пожалуйста, о своей полезной и очень важной деятельности. Чем вы занимаетесь? Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Виктор. Я расскажу о маленькой части своей деятельности, которая называется «Инклюзивный, постоянно действующий фестиваль «Возрождение человека». Девизом данного фестиваля является слова «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Наш фестиваль — это фестиваль не только для людей с инклюзией. Когда мы его создавали, мы приняли решение, что этот фестиваль помогает людям с инклюзией души. А такими людьми являются все мы, независимо, есть у нас ограниченные возможности здоровья или нет. А вот ограниченные возможности души есть у каждого человека. И что же мы сделали? Мы объединили под флагами фестиваля «Возрождение человека» несколько проектов. Первый проект, о котором, Виктор, благодарю, вы до эфира мне сказали, вы уже слышали, это проект, который называется «Инклюзивный аудиотеатр «Вижу». Этот инклюзивный аудиотеатр посвящен совершенно уникальным людям планеты. Он посвящен гениям мира. Я считаю, что сегодня то самое время, когда на основании великого наследия гениев мира мы можем возродить не только себя, но и возродить реальность. Второй частью нашего фестиваля «Возрождение человека» является очень интересный проект, который называется «Поэтическая карта мира». Основной корень этого названия — этика. Этика путешествий. В этой поэтической карте мира объединены поэтические портреты всех 195 стран мира. Это такое микропутешествие для каждого человека менее чем за минуту. И сегодня, если позволит время, я вас отправлю на остров Барбадос и на остров Гаити. И да, вы не ошиблись, вы побываете в этих прекрасных местах и узнаете, как в течение одного маленького поэтического портрета можно понять все о главном для страны. И, конечно, мы не могли обойти вниманием главную аудиторию всей нашей планеты. Это дети. В фестивале «Возрождение человека» есть отдельное направление. Оно посвящено деткам. И это направление называется «Сказки для радости». Я хочу отдельно выразить огромное уважение своей коллеге, с которой мы тоже вместе находимся в Ассамблее народов Евразии, Марине Леонидовне Волковой, которая занимается очень важным и очень нужным делом — сказкотерапией. Вот я сама пишу сказки для любого возраста, но в первую очередь для детей, которые улучшают настроение. И сейчас, Виктор, если вы разрешите, я по каждому из пунктов нашего фестиваля «Возрождение человека» дам нашим слушателям маленькую, яркую иллюстрацию. Разрешите? Сделайте одолжение, Анастасия Валерьевна. Да. Мне тоже очень интересно. Первое, с чего мы начали, это инклюзивный аудиотеатр «Вижу». 31 марта текущего года, за 2 недели до 570-летия великого гения Возрождения Леонардо да Винчи, у нас состоялась премьера инклюзивного аудиотеатра «Вижу». Этот аудиотеатр был посвящен человеку,
который не только создал самые известные произведения искусства, которые уже много столетий радуют и удивляют любого человека. Леонардо да Винчи создал 500 лет назад чертежи уникального оружия, которые потом он уничтожил, понимая, что эти чертежи могут привести планету к краху. И лейтмотивом спектакля «Вижу», посвященного Леонардо да Винчи, является именно этот биографический факт Леонардо, который создал оружие и уничтожил схемы этого оружия. И если вы разрешите, я зачитаю маленький фрагмент, как говорит Леонардо да Винчи со своими учениками, когда он понимает, что он должен уничтожить совершенно уникальные знания, которые он создал. Я читаю маленький фрагмент прямой речи Леонардо да Винчи из инклюзивного театра «Вижу». «Я приручил огонь. Он мой, он сила, свет, он подчиняется и может убивать. Оставить чертежи потомкам или нет? А вдруг поймут, как можно управлять? Что делать? Вот дилемма из дилемм. Оружие мое направят в цель. Вдруг человечество не будет насовсем. Испорчу все расчеты. Где туннель? Все спрячу и запутаю в веках. Никто не сможет отгадать мой стиль. Огонь мой сила, он в моих руках. Оружие не будет убивать, мысль — пыль. А вдруг кто догадается, тогда он выпустит наружу страшный дым. Взорвутся здания и города. Мой план окажется тогда пустым. Запутать, завертеть и увести. Все спрячу, не найдет никто. Идеи мои будут взаперти. Не дам расшифровать. Нет, ни за что. Вот в таком рифмованном стиле идет весь спектакль «Вижу». Конечно, вы знаете о том, что Леонардо создал очень много изобретений, которые сегодня, даже через 500 лет, мы все используем. Назову только некоторые из них. Это и спасательный круг, это и водолазный костюм, это, безусловно, крылья, которые помогают нам всем летать. И, конечно, до сих пор не разгадана великая тайна самой известной картины мира Джоконды. Кто же она, эта Джоконда? Кто-то говорил о том, что эта картина написана на заказ великим Леонардо. Кто-то говорил, что это его возлюбленная. А есть еще одна версия, что на Джоконде Леонардо изобразил не кого-то, а свою мать. Ведь он же жил с мамой всего 3 года от роду, после того, как его любвеобильный отец забрал его к своей новой возлюбленной. И нашим спектаклям мы помогаем увидеть всем, кто видит, и кто видит, главное, внутренним зрением, познакомиться с очень интересным человеком, человеком Возрождения, который на столетия опередил время. И в конце вот этой части по спектаклю «Вижу» я хочу зачитать маленький кусочек по тому факту, как Леонардо изобрел водолазный костюм. Сейчас, 1 минуту, дорогие друзья. Я хочу только напомнить, что сегодняшняя гостья – это Анастасия Валерьевна Павлова. Вы знаете, вы когда говорите, вы передаете столько эмоций и энергии. Видно, что вы этим живете, чувствуете, пропускаете через себя и несете это нам, слушателям. Это дорогого стоит. Итак, слушаем дальше. Друзья, я хочу вас опустить в уникальные водные просторы прекрасного моря, в котором Леонардо да Винчи испытывал свой первый водолазный костюм.
я читаю маленькую прямую речь ученика Леонардо, который испытал этот костюм и вышел на поверхность. Вот чем он с нами поделился. Глаза в глаза. Он осьминог, не я. Краб удивился и клешней ударил. Я человек в костюме, не свинья. Обидел краб меня и сильно ранил. Не оценил всю красоту зубов моих. Я улыбался, каждый шаг с улыбкой. Сардина мимо, мимо сельдь. Затих, медуза проплыла неуловимо. Какое чудо толще из воды! По дну гулял и видел осьминогов. Глаза их яркие и яркие следы царя морского сказочных чертогов. Друзья, я обязательно передам свой инклюзивный аудиотеатр вашему радио. И если вы Будем очень благодарны, конечно. найдете возможность, это 40 минут спектакля. Я думаю, что все возможно, конечно. Ну тогда сейчас я приглашаю вас во вторую часть нашего фестиваля «Возрождение человека». И эта часть посвящена микропутешествиям в разные экзотические места. Давайте мы сейчас все-таки в одно совершим путешествие, потому что мне интересно раскрыть и вашу личность. Это, получается, вы так красиво рассказываете. Вы настоящая актриса, вы настоящая волшебница, настоящая фея, а мы вас так и не увидим. Вы так и останетесь в маске. А мне хочется задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, с удовольствием. Скажите, пожалуйста, вот этот артистизм, вот это вот ощущение перевоплощения, путешествия во времени, этот полет из одного времени в другое, из одной стихии огня, как говорится, из огня в полымь, да? Откуда это у вас? Как вы это приобрели? Как это к вам пришло? И почему вы стали этим делиться? Вы знаете, ответ будет очень неожиданным. Дело в том, что в Ассамблее народов Евразии я возглавляю совет, который занимается безопасностью. И моя позиция очень простая. То, что мы с вами называем чистая безопасность, это сопутствующее, очень важное направление любой безопасности. А вот то, что касается комплексной безопасности человека, опять-таки, вот я про Марину Леонидовну Волкову сегодня говорила, мы с ней вместе тоже объединяемся и сотрудничаем по проекту Департаментов счастья. У меня есть проект «Счастье народов мира». Так вот, только счастливый человек может быть в абсолютной безопасности. Почему? Потому что безопасные мысли, безопасное исследование и самообразование никогда не позволит зародить в душе и в голове любого человека что-либо, то, что может помешать миру. И отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что я профессиональный журналист, я закончила историко-архивный институт и Российский государственный гуманитарный университет, более 20 лет проработала в системе телевидения, дальше занялась активно общественной деятельностью. В моем профессиональном портфеле несколько десятков различных проектов, включая, кстати, очень большой проект, который называется «Страны СНГ плюс мир». В этом проекте, на конец прошлого года были представители 159 стран мира. Этот проект просветительский, этот проект, связанный с огромным количеством очень уникальных, интересных людей. И общаясь с этими людьми, я их называю настоящие бриллианты. Да? Вот человек многогранен. Если увидишь многогранного человека, его всегда легко вычислишь в толпе, потому что он сверкает и переливается своими гранями. Бледных людей гораздо меньше, как неудивительно. И вы знаете, моя подача, моя эмоция жизненная и профессиональная эмоция — это результат дружбы с уникальными людьми. Я невероятно счастливый и везучий человек, потому что окружение мое — это люди, как я их называю, которые стоят для меня на пьедестале. Каждый из них — это человек, до которого мне
как до Луны. Он в своей области уникален. Ну уж слишком вы себя принизили. На самом деле таких, как вы, тоже можно пересчитать по пальцам. Дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодняшняя гостья Анастасия Валерьевна Павлова, она буквально поразила нас своим напором, своими вот этими инклюзивными спектаклями, я вижу. И мне хотелось бы, чтобы сейчас вы продемонстрировали все-таки нам путешествие в одно из каких-то необычных мест. Спасибо, Виктор. Но если вы разрешите, полетели на остров Барбадос. Поэтическая карта мира Анастасии Павловой. Остров Барбадос. Я сначала вас туда отправлю, а потом дам маленький комментарий. Бородатый Барбадос, мореплаватель остров. Забывайте усталость. Свет, Карибы, все просто. Рыб летучих полеты и грейпфруктовый воздух. Мир открытий далеких, море мир, рыбы, звезды. Вы босою ногою сквозь прозрачные волны, жизнь карибской водою. Барбадос — остров молний. Вот мы с вами увидели молнии, услышали, как плещется Карибское море, и босою ногою прошли по прозрачной воде. И ощутили запах грейпфруктов тоже. Обязательно. Ну тогда на Гаити вы не против? Да. История пиратской прыти и смелости столетия назад. Кто из вас не был на Гаити? Советую, хоть раз, поверь глазам. Здесь яркая природа, светит солнце. Здесь цитадель огромная видна. Пиратский дух, пиратский звон в оконце. Красивая, далекая страна. На пальмах развалились попугаи, мохнатый хвост и обезьяны взгляд. Полетом птичьим тихо пролетая, пиратов вспомнишь и быстрей назад. Пиратская история планеты так далеко, так долго здесь живет. Рискнуть, увидеть, удивить при этом себя и солнце. Цитадель поет. Именно на Гаити находится самая большая в мире пиратская крепость, цитадель, которая до сих пор поражает всех путешественников своей неприступностью. И вот таких портретов в нашей поэтической карте мира более 190. Потрясающе. Предлагаю сделать отдельный эфир и попутешествовать с вашими слушателями по миру. Я думаю, что это все возможно. Мы обсудим с нашими редакторами. А сегодня я хочу выразить вам свою признательность и восторг умением, как я сказал, перемещаться во времени, пространстве, сквозь огонь, воду, я бы сказал, медные трубы. Вот, поэтому по-настоящему счастливый человек, чем он еще хорош? Он хорош тем, что к нему не пристанут никакие, во-первых, плохие мысли и никакие не страшны нам события. Мы их воспримем осмысленно, правильно и примем правильное решение, как выйти из той или иной ситуации. Поэтому спасибо огромное за то, что вы есть, за то, что вы делаете для мира, не побоюсь этого слова. И такие люди называются людьми мира. Поэтому я очень рад и благодарен вам, Анастасия Валерьевна, за то, что вы сегодня пришли. Желаю вам оставаться лучшей версией себя и продолжать в том же духе. Всего доброго. Виктор, а можно в заключение маленькое пожелание? Конечно. Всем слушателям. Это пожелание как раз из моего еще одного проекта. Он называется «Стихотерапия для позитива». Друзья, вот все, что вы сейчас будете слышать, я вас попрошу сделать с одним маленьким условием. Откройте, пожалуйста, любую дверь или окно. Сегодня прекрасная погода. Откройте и слушайте меня, то, что я хочу вам прочитать.
Виктор сегодня говорил о счастье, поэтому я хочу, чтобы вы пустили в свой дом счастье. Мы держим дверь, открытую для счастья, и каждый чувствует дыхание луны. Мы понимаем, что болеем властью, при этом верим в силу тишины. И только свет является внезапно. Мы ждем его, боимся, но зовем. И после слез, пролитых многократно, удача примеряет свой камзол. Он бархатный, с ливреями, цветами. Он так идет удачи, что нет сил. И все, что происходит, станет ярче, как будто кто-то солнце подключил. И в вашу дверь, и в ваше окно вместе с весенним солнцем зашло счастье. Спасибо, Виктор, за эфир. Я еще раз напоминаю, Анастасия Валерьевна Павловна создала нам поэтический обзор мира и добра. Спасибо. Особо важная персона. Эти люди живут рядом с нами, олицетворяют эпоху и творят историю современной России. В эфире Первого социального радио авторская программа Виктора Тартанова.